Фелисьен Кабуга. Это имя до последнего времени было не очень известно широкой аудитории. Между тем, в начале 2000-х годов он входил в десятку самых разыскиваемых людей в мире, наряду, например, с террористом номер 1 Усамой бен Ладеном. Кабуга находился в бегах четверть века и был пойман в 2020 году. Суд над ним в Гааге начался осенью 22-го, по иронии судьбы, в разгар войны России против Украины. И, пожалуй, сейчас самое время рассказать об этой истории и подумать, кто из российских чиновников, бизнесменов и пропагандистов может оказаться на месте Кабуги. Правда, я надеюсь, что это случится раньше, чем через четверть века. С вами Павел Каныгин и формат разбора. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует» в Ютубе, смотрите нас на канале «Дождь», а еще читайте на сайте и в Телеграме. Там много интересного. Руанда, 6 апреля 1994 года. Самолет президента страны Жувеналя Хабьяриманы сбивают ракеты при заходе на посадку в столице Руанды, городе Кигали. К моменту убийства он правил уже более 20 лет, а до того, как стать президентом, был министром обороны и госбезопасности. И именно при нем Руанда превратилась в тоталитарное государство. Тут давайте сделаем важное отступление. Народ Руанды составляют несколько национальных групп. И две основные – это тутси и хуту, как русские татары в России, например. Только в другом соотношении. Погибший президент Жувеналь Хабьяримана по происхождению был как раз хуту, как и вся политическая элита в стране в тот момент. Представители же тутси, напротив, не допускались до важных постов, а также службы в армии, и даже женившийся на тутси хуту объявлялся тогда предателем. Это притеснение вылилось в полноценный военный конфликт. Ко времени успешного покушения на президента в Руанде уже несколько лет продолжалась гражданская война между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, созданным бежавшими из страны тутси и умеренными хуту. В 1993-м было подписано мирное соглашение, но после убийства Хабьяриманы война вспыхивает с новой силой. И она приводит к одной из самых чудовищных трагедий в истории человечества – геноциду народа тутси. По приказу правительства хуту за 100 дней в Руанде были убиты по разным оценкам от полумиллиона до миллиона людей, в большинстве своем как раз представителей тутси. И значительную роль в том, что случилось, сыграла радиостанция «Тысячи холмов», или, как ее еще называют, «Радио Мачете». Ее основателем и главным спонсором был как раз бизнесмен Фелисьен Кабуга, которому сейчас 89 лет и которого начали судить в Гааге. Тутси – это тараканы, и они должны быть уничтожены. Прямым текстом заявляли в эфире радио «Тысячи холмов». Посмотрите на их рост и на то, как они выглядят. Взгляните на их маленькие носы и сломайте их. Обращался к слушателям звезда радиостанции Кантано Хабимана. Или вот еще фрагмент из эфира радиостанции. «Прошлой ночью я видел ребенка Тутси, которого ранили и сбросили в яму глубиной 15 метров. Он умудрился выбраться из ямы, и его прикончили дубиной. Перед смертью его допросили. Он рассказал, что инкатании, то есть представители Руандийского патриотического фронта, обещали оплатить его учебу в университете. Пожалуй, этого можно было бы добиться и без того, чтобы рисковать жизнью и разорять свою страну. И вот, пожалуйста, сравните с тем, что мы имеем сейчас. Это уже наши дни, и это пропагандист с канала RT Антон Красовский. И он призывает топить и сжечь украинских детей, которые выступают против России. Вот прям топить этих детей, топить. Надо Сказал, было. Что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. А вот еще фрагмент из эфира радио «Тысячи холмов» в Руанде. Эти так называемые интеллектуалы, вернувшиеся в провинцию, эти трусы из эмигрантского руандийского патриотического фронта, у меня к ним нет ни малейшего доверия. Чему они могут научить молодежь? Патриотизму у нас должен учить национальный гимн «Наша Руанда – родная страна». По-моему, все это очень напоминает заявление российских властей как раз про пятую колонну. Не находите? За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию.
Главред Russia Today Маргарита Симонян в программе другого своего дружка-пропагандиста Владимира Соловьева призвала судить уехавших из страны либералов за госизмену. А ее коллега по цеху вообще заявила, что России в какой-то момент надо будет и вовсе вернуться к расстрелам. Хуту и их пропаганда в Руанде изначально фокусировались только на борьбе с врагами из Руандийского патриотического фронта. Но вскоре под словом «враг» стали понимать и весь народ тутси. Вот и российские власти, и пропаганда, которые много лет внушали россиянам мысль о том, что в Украине орудуют неонацисты и бандеровцы, и бороться нужно именно с ними, так вот, с началом войны они перешли на новый уровень. Некогда либеральный, так называемый президент Дмитрий Медведев, который приходил в гости на «Дождь», так вот теперь он ставит под сомнение и само существование украинского государства в будущем. И что ни день, то выдает новые звериные перлы в своих соцсетях. Вообще, если сравнивать инструменты и тезисы пропаганды в разные времена и в разных странах, то выясняется, что они все, на удивление, очень похожи. Например, перед началом Второй мировой войны фашистская пропаганда во главе с Йозефом Геббельсом на протяжении нескольких лет накачивала немецкое общество идеями о собирании немецких земель, о том, что страна находится в кольце врагов, и вот-вот Советский Союз или какие-то страны Запада нападут на Германию. Психолог Густав Гилберт был привлечен к работе Международного военного трибунала, и он участвовал в допросах руководителей Третьего рейха и вел с ними неформальные беседы. Впоследствии он написал книгу «Нюрнбергский дневник», в которой приводит в том числе такие слова ближайшего соратника Гитлера Германа Геринга. «Простой народ к войне не стремится ни в России, ни в Англии, ни в Америке. И Германия тут тоже не исключение. Но в конечном итоге политику страны всегда определяет вождь, и не заставляет труда уговорить народ согласиться пойти на войну. И все, что вам нужно сделать, это сказать им, что на них нападают, и осудить пацифистов за отсутствие патриотизма. Вот так вот просто. Идею о готовящемся нападении врага активно продвигали пропагандисты и в Германии, и в России, и в Руанде. «Мы не будем ждать, пока враг доберется до нашего дома», заявляли в эфире радиостанции «Тысяча холмов». О том, насколько была велика роль пропаганды в этой африканской стране и, в общем-то, пропаганды в принципе, красноречиво говорит исследование, которое провел экономист из Гарвардской школы управления Кеннеди Дэвид Янагизава-Дрот. Изучая работу радиостанции «Тысяча холмов», он пришел к выводу: в деревнях, куда лучше поступал радиосигнал и где люди постоянно слушали пропагандистские передачи, уровень насилия во время геноцида оказывался выше. Несложно представить, какой охват и какой арсенал у российской пропаганды сегодня. Полностью подконтрольные государству телеканалы и радиостанции, сайты и телеграм-каналы – это просто огромный арсенал. А доступ к независимым медиа, выдавленным из страны и находящимся в изгнании, сильно осложнен. Общественное мнение в России контролируется государством и формируется пропагандистами до такой степени, что матери даже отказываются верить своим сыновьям, которые звонят с войны и говорят, что никаких фашистов в Украине нет. Международный трибунал по Руанде начал действовать в 1995 году. И там судили не только военных и не только чиновников, которые принимали участие в геноциде, но и пропагандистов. Часть из них предстали перед судом в самой Руанде. Например, сотрудники радиостанции «Тысяча холмов» и газеты «Кангюра», которая также призывала к уничтожению тутси. Так вот, они получили длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Кстати, сами российские пропагандисты, видимо, осознав, к чему идет дело, тоже заговорили о Гааге. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. СМИ способны создавать и разрушать фундаментальные человеческие ценности. На них лежит большая ответственность. Те, кто контролирует такие медиа, должны отвечать за последствия. Это говорится в одном из судебных решений по геноциду в Руанде. И уйти от ответственности, как показывает история спонсора радио «Тысяча холмов» Фелисьена Кабуги, нельзя даже спустя четверть века. Поэтому продолжение следует.